Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Начинаю вязать вторую часть коврика. В первой части я связала центральный узор до 13 ряда. Вот такой рельефный узор получился в центре. И в этой части будет обрамление по контуру коврика. Будет красивый узор с рельефными листиками. И по сути можно поменять сейчас цвет вязания шнура или пряжи. Вот светлой частью, допустим, связана центральная часть, а по контуру можно вязать узор другим цветом, контрастным, темным. Тогда будет у вас красивый двуцветный коврик. У меня на центральную часть ушло 200 метров, но на самом деле 210 метров, поэтому возьмите чуть-чуть с запасом шнура, и под видео я вам напишу полный расход шнура на весь коврик и его размер. Конечно, будет зависеть от того, насколько длины вы будете вязать коврик овальный, и расход шнура будет зависеть от этого, и размер, конечно. Начинаю вязать вторую часть с 14 ряда, то есть центральная часть шла до 13 ряда, с 14 ряда начинаем вязать вторую часть вязания коврика. И здесь делаю еще один соединительный столбик как раз на вершине рельефного столбика. И далее набираю 3 воздушные петли. Они будут вместо первого столбика с одним накидом, ну как петли подъема. И плюс 2 воздушные петли для вязания ряда. Далее делаю накид, отсчитываю 2 петли по ряду, в третью ввожу крючок и вяжу столбик с одним накидом. Далее вновь набираю 2 воздушные петли, делаю на крючок, отсчитываю 2 петли, в третью петлю ввожу крючок и вяжу столбик с одним накидом. И еще раз 2 воздушные петли, на крючок накид, отсчитываю 2 петли и вяжу столбик с одним накидом. По сути, в этом ряду мы вяжем вот такие вот ячейки. Раппорт узора составляет вот 3 ячейки, поэтому количество ячеек связанных у вас должно делиться на 3. Но также в этом ряду мы будем делать прибавление для закругления по боковым сторонам. Поэтому вяжем вот такие ячейки, пропуская 2 петли по нижнему ряду, в третью вяжем столбик с одним накидом как раз до маркера. А далее я вам покажу, какой ритм прибавлений делать. Продолжаю вязать 14 ряд. Связала по одной стороне без прибавлений ячейки. Смотрите, здесь у меня от начала ряда провязано 12 ячеек. У вас может быть другое количество, если вы вяжете овальный коврик длиннее или короче. И теперь смотрите, я довязала до маркера. И теперь делаю другой ритм прибавлений. Смотрите, все ячейки можно пронумеровать вот в раппорте. 1, 2, 3. Первая, вторая, третья ячейка. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Далее буду вязать первую, вторую, третью. И смотрите, когда мы вяжем, допустим, первую ячейку, здесь вот уже при переходе на боковую сторону, означает маркер переход, я вяжу первую ячейку через одну петлю, пропускаю вот от столбика предыдущего, и во вторую петлю вяжу столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, вторую ячейку вяжу через 2 петли, то есть от столбика пропускаю 2 петли, в третью вяжу столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и третью вяжу ячейку через одну петлю. Тоже пропускаю и вяжу столбик с одним накидом. Итак, по боковой стороне мы вяжем в таком ритме. То есть первая ячейка, вот далее вновь повторяю, первая ячейка через одну петлю, 2 воздушные петли,
вторая ячейка через 2 петли, 2 воздушные петли, и третья ячейка тоже через 1 петлю. И в таком ритме я вяжу вот по боковой стороне вот до второго маркера. Здесь по стороне длинной вяжу как обычно, без прибавления, через 2 воздушные петли через 2 петли все ячейки. Здесь по боковой стороне то же самое делаю, меняю ритм и делаю вот такие вот, как по сути это прибавки в узоре для закругления узора по боковым сторонам. Дорогие друзья, я заканчиваю вязать 14 ряд, провязала вот такие ячейки и заканчиваю ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. И закончив этот ряд, обязательно посчитайте количество ячеек. Общее количество должно делиться на 3. Я в начале, когда провязала и стала заканчивать ряд, у меня было 79 ячеек, но 79 не делится на 3, поэтому 2 петли у меня было лишние. Я здесь в конце провязала через ячейки через 2 петли, то есть не делала прибавки, чтобы у меня узор сошелся. Поэтому не нужно все перевязывать, пересчитывать, просто подгоните количество ячеек так, чтобы оно делилось на 3. И далее продолжаем вязать узор. Начинаю вязать 15 ряд. И в начале ряда делаю 2 воздушные петли подъема. Далее вяжу рельефный столбик на ножке первого столбика. Здесь были 3 воздушные петли. И завожу крючок за ножку и провязываю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и второй рельефный столбик на следующей ножке столбика предыдущего ряда. Теперь на арочке вяжем 5 столбиков с одним накидом. Просто заводим крючок за арочку и провязываем столбик. Всего провязываем 5 столбиков с одним накидом. Далее сразу вяжем на ножке столбика рельефный столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, следующий рельефный столбик на ножке следующего столбика предыдущего ряда, 2 воздушные петли и вновь рельефный столбик на следующей ножке предыдущего ряда. Далее повторяем раппорт узора. 5 столбиков из арочки, после 5 столбика сразу вяжем рельефный столбик с одним накидом на ножке столбика, 2 воздушные петли, второй рельефный столбик, 2 воздушные петли и третий рельефный столбик. И после третьего рельефного столбика сразу из арочки вяжем 5 столбиков с одним накидом. И так вяжем это повторение по всему ряду и по боковым сторонам. И по сути далее при вязании узора по боковым сторонам больше мы не будем делать прибавок. Прибавки, боковые стороны будут расширяться за счет узора. Я заканчиваю вязать 15 ряд, и смотрите, вот между первым и последним веером получается у меня 3 рельефных столбика или 2 ячейки. И здесь заканчиваю ряд
соединительным столбиком вершину от первого рельефного столбика. Для вязания 16 ряда набираю 2 воздушные петли и начинаю вязание здесь тоже с рельефного столбика. Ввожу крючок вот за ножку рельефного столбика впереди работы и провязываю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. И вот на веере, обрамленном рельефными столбиками, вывязываю листик. Здесь ввожу крючок за ножку первого рельефного столбика и на ножке провязываю сначала один столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом. Вот. Далее на вершине первого столбика провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, пропускаем петлю на вершине третьего столбика, провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, пропускаем петлю и на вершине 5 столбика провязываем третий столбик без накида и вяжем 2 рельефных столбика на ножке вот второго рельефного столбика. 1 и второй рельефный столбик с одним накидом. Вот здесь провязана уже середина листика. Далее 2 воздушные петли. Здесь между листиками рельефный столбик. 2 воздушные петли. И переходим к вязанию, вот к вывязыванию следующего листика. Здесь вывязываем вначале 2 рельефных столбика на ножке вот первого рельефного столбика. Далее на вершинах столбиков вот между рельефными столбиками столбик без накида, 1 воздушная петля по центру, столбик без накида, 1 воздушная петля и третий столбик без накида. И завершаем вывязывание листочка 2 рельефных столбика на ножке рельефного столбика предыдущего ряда. 2 воздушные петли и рельефный столбик между листиками. И так продолжаем вязание этого ряда. Заканчиваю вязать 16 ряд. Как обычно, в конце ряда делаю соединительный столбик вот в вершину первого рельефного столбика. Далее набираю 2 воздушные петли подъема и вяжу 17 ряд. Начинаю вязание с рельефного столбика на ножке вот первого рельефного столбика. Далее 2 воздушные петли. Далее вяжем 2 рельефных столбика вот на 2 рельефных столбиков предыдущего ряда. Вводим крючок вначале за ножку первого столбика, затем за ножку второго столбика. В центре листочка вяжем 2 столбика без накида через 1 воздушную петлю. Первый столбик отвяжем за арочку, 1 воздушная петля предыдущего ряда, столбик без накида провязываем, 1 воздушная петля и второй столбик за вторую арочку. Далее выполняем 2 рельефных столбика с одним накидом вот на ножке первого рельефного столбика и на ножке второго рельефного столбика новый рельефный столбик с одним накидом. Между листиками выполняем 2 воздушные петли, далее рельефный столбик на ножке рельефного столбика, 2 воздушные петли и переходим к вязанию следующего листика точно так же, как мы вязали первый листик. Заканчиваю вязать 17 ряд и в завершении делаю соединительный столбик в вершине вот первого рельефного столбика, начинаю вязать 18 ряд
И здесь набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика, плюс 3 воздушные петли по ряду, делаю накид и из вершины первого столбика провязываю еще столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и начинаем вывязывать первый листик. 2 рельефных столбика на ножках столбиков предыдущего ряда. Далее 1 столбик без накида по центру, как раз за арочку одной воздушной петли. И завершаем вязание листика 2 рельефных столбика на ножках столбиков предыдущего ряда. Далее между листиками 2 воздушные петли. Из вершины рельефного столбика провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и вновь из вершины рельефного столбика столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и начинаем вывязывать следующий листик. Итак, вяжем это повторение весь ряд. Заканчиваю вязать 18 ряд, и здесь после 2 воздушных петель делаю в конце ряда соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. И сразу начинаю вязать 19 ряд, набирая 2 воздушные петли подъема. И здесь вот на вот этих вот галочках, где 2 столбика, между ними 3 воздушные петли, начинаю вывязывать новые листики. Для этого делаю на крючок накид и вначале провязываю рельефный столбик. Здесь как на ножке первого столбика 3 воздушные петли были сделаны. Провязываю рельефный столбик с одним накидом. Далее из арочки между столбиками вяжу 5 столбиков с одним накидом. И завершаю вязание листика рельефным столбиком на ножке второго столбика. Провязываю столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и переходим к следующему листику, листики первого ряда. И здесь мы будем закрывать вершины листиков первого ряда. А для этого вначале вяжем 1 рельефный столбик на первом столбике. И далее вот на 2 и 3 рельефном столбике мы вяжем рельефный столбик с 2 основаниями и 1 вершиной. Для этого провязываем накид на ножке вот второго столбика. На ножке 3-го столбика провязываем тоже только накид, а затем общую вершину. И заканчиваем вязание листика рельефным столбиком на 4-м столбике. И вот такой вывязывается листик. Далее 2 воздушные петли и начинаем вязать новый листик второго ряда. Вначале на ножке первого столбика провязываем 1 рельефный столбик. Далее провязываем на арочке 5 столбиков с одним накидом. И провязав вир из 5 столбиков, вяжем рельефный столбик на ножке второго столбика.
2 воздушные петли и закрываем вершину следующего листика первого ряда. В начале 1 рельефный столбик, затем вот на 2 рельефных столбиках вяжем рельефный столбик с одной вершиной. Вначале провязываем 2 основания, затем общую вершину, и на 4 столбике вяжем 1 рельефный столбик, 2 воздушные петли и продолжаем вязать, начинаем вязать следующий листик. Итак, выполняем этот ряд. Друзья, заканчиваю 19 ряд. Здесь после листика сделала 2 воздушные петли и делаю соединительный столбик вот в вершину рельефного столбика. Начинаю вязать 20 ряд. Как обычно, делаю 2 воздушные петли подъема и начинаю вязать как раз с края листика второго ряда. И в начале на ножке вот первого рельефного столбика провязываю 2 рельефных столбика. То есть точно так же, как мы вязали листики первого ряда. Провязав 2 рельефных столбика, теперь переходим на вязание столбиками без накида. На вершине первого столбика провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля. Далее на вершине третьего столбика вновь столбик без накида, 1 воздушная петля, и на 5 столбике предыдущего ряда столбик без накида, и сразу вяжем 2 рельефных столбика на ножке столбика предыдущего ряда с краю листика. Вот провязав листик второго ряда, делаем 2 воздушные петли и здесь завершаем вершину листика первого ряда. Вводим крючок за ножку первого столбика и вводим крючок за ножку 4 столбика. Здесь уже средние рельефные столбики завершены, и вот завершаем вершину. Провязываем 2 рельефных столбика, точнее столбик рельефный с 2 основаниями и 1 вершиной. Далее 2 воздушные петли и переходим к следующему листику второго ряда. Как обычно, вяжем 2 рельефных столбика на ножке первого рельефного столбика. Далее столбик без накида, 1 воздушная петля, через петлю столбик без накида, 1 воздушная петля, через петлю столбик без накида, и на ножке второго рельефного столбика 2 рельефных столбика, 2 воздушные петли и заканчиваем вершину следующего листика первого ряда. Провязываем накид на ножке первого рельефного столбика и последнего рельефного столбика, провязываем накид и затем общую вершину, 2 воздушные петли и повторяем те же действия. Провязываем так этот ряд. Заканчиваю вязать 20 и начинаю 21 ряд. Заканчиваю вот первую вершину рельефного столбика соединительным столбиком, и начало нового ряда, как обычно, 2 воздушные петли подъема. Набираю 2 воздушные петли и вначале провязываю листик второго ряда. Провязываю на первом рельефном столбике новый рельефный столбик с 1 накидом, на втором столбике еще 1 рельефный столбик с 1 накидом. Далее здесь мы вяжем 2 столбика с 1 накидом через 1 воздушную петлю. Первый столбик вот вводим крючок за арочку, 1 воздушная петля,
провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, и за вторую арочку вяжем второй столбик без накида. Далее заканчиваем листик по боковой стороне. Вот один рельефный столбик с одним накидом и второй рельефный столбик с одним накидом. Между листиками второго ряда, здесь у нас уже листик первого ряда завершен, мы вяжем так: 2 воздушные петли, вот за первую арочку вводим крючок, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, за вторую арочку после листика вводим крючок, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и начинаем вязать следующий листик второго ряда. То же самое, 2 рельефных столбика с одним накидом по первой боковой стороне. Далее из арочки столбик без накида, 1 воздушная петля, из второй арочки столбик без накида и 2 рельефных столбика. Между листочками вяжем 2 воздушные петли, столбик без накида на первой арочке, 2 воздушные петли, столбик без накида на второй арочке, 2 воздушные петли и начинаем следующий листик вязать. Итак, выполняем этот ряд. Заканчиваю вязать 21 и начинаю вязание 22 ряда. Смотрите, 21 ряд, после арочки 2 воздушных петель делаем соединительный столбик вот в первую вершину рельефного столбика, набираю вновь 2 воздушные петли подъема и начинаю вязать 22 ряд. И здесь мы формируем вершину уже листиков второго ряда. Провязываем 2 рельефных столбика на ножках столбиков предыдущего ряда. Здесь по центру выполняем 1 столбик без накида из арочки и вторая боковая сторона листика, 2 рельефных столбика на ножках столбиков предыдущего ряда. Столбики вяжем тут с одним накидом. Между листиками, здесь в предыдущем ряду мы провязывали 3 арочки. Сейчас мы вяжем арочки из 3 воздушных петель, набираем 3 воздушные петли и арочку закрепляем по центру. И вновь набираем 3 воздушные петли. Получается 2 арочки из 3 воздушных петель. И переходим на вязание следующего листа. 2 рельефных столбика, столбик без накида и вновь 2 рельефных столбика. Между листиками выполняем 2 арочки из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли, столбик без накида на центральной арочке предыдущего ряда, 3 воздушные петли и начинаем вязать, вывязывать следующий листик. Итак, вывязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 22, начинаю вязать 23 ряд. После арочки 3 воздушные петли, здесь делаю соединительный столбик вот в первую вершину рельефного столбика и набираю новые 2 воздушные петли для вязания 23 ряда и начинаю вывязывать вот первый листик. Здесь уже начинаю закрывать вершину, провязываю первый рельефный столбик. Далее провязываю второй и третий рельефный столбик с одной вершины. Ввожу крючок вот за второй
рельефный столбик на ряд ниже, затем за третий рельефный столбик на ряд ниже провязываю накид и после провязываю общую вершину. И далее четвертый рельефный столбик провязываю как обычно. Между листочками вяжем арочки из 3 воздушных петель. Набираю 3 воздушные петли, делаю столбик без накида вот на первой арочке, 3 воздушные петли, столбик без накида на второй арочке и 3 воздушные петли. Получается, между листочками нужно провязывать 3 арочки из 3 воздушных петель. И переходим на вывязывание следующего листика. Рельефный столбик. Здесь рельефные столбики 2, 2 и 3 с общей вершиной. И 4 рельефный столбик. И далее вяжем 3 арочки между листиками. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 23 и начинаю 24 ряд. Последнюю арочку 23 ряда закрепляю соединительным столбиком вот в вершину первого рельефного столбика и набираю 2 воздушные петли для начала вязания 24 ряда. И здесь мы завершаем вершину вот листочков, вводим крючок в начале за ножку первого столбика, провязываем накид, и за ножку 4 столбика предыдущего ряда провязываем накид и затем общую вершину. И формируется вот такая вершина листика. Далее набираем 2 воздушные петли и между листиками вот из центральной арочки вводим крючок в эту арочку, провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И так всего провязываем 5 столбиков с одним накидом через 1 воздушную петлю. 3 столбик, воздушная петля, 4 столбик, воздушная петля и 5 столбик. Получается вот такой веер. После делаем 2 воздушные петли и провязываем следующую вершину листика. Вводим крючок за ножку первого столбика предыдущего ряда и за ножку 4 столбика провязываем накид и затем общую вершину 2 рельефных столбиков. И далее повторяем 2 воздушные петли и вяжем из центральной арочки 5 столбиков с одним накидом через 1 воздушную петлю. Четвертый столбик, 5 столбик, 2 воздушные петли и следующая вершина листика. Итак, вяжем этот ряд, заканчивая листики и провязывая веера между ними. Заканчиваю 24 и начинаю вязать 25 заключительный ряд. Здесь после последней арочки из столбиков с одним накидом провязываю соединительный столбик во вторую петлю подъема в начале ряда, которое было сделано. И для начала вязания 25 ряда делаю 1 воздушную петлю подъема. Далее вяжем на вершине листика рельефный столбик без накида. Далее после рельефного столбика вот на арочке из 2 петель вяжем столбик без накида и выполняем 1 воздушную петлю. Далее из вершины вот веера первого столбика с одним накидом провязываем столбик без накида, провязываем 3 воздушные петли
И провязываем пико. И здесь, смотрите, вводим крючок вот за 2 ниточки и провязываем соединительный столбик. Формируем пико. Далее из следующей вершины провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и формируем пико. Вводим крючок вот за 2 ниточки, провязываем соединительный столбик. И вновь из следующей вершины провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, за 2 ниточки в основании вот первой воздушной петли вводим крючок, провязываем соединительный столбик, и у нас сформировано уже 3 пико. И также на вершине 4-го столбика провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Далее за 2 ниточки от столбика без накида вводим крючок, провязываем соединительный столбик. И здесь на вершине 5-го столбика тоже провязываем пико, столбик без накида, 3 воздушные петли и соединительный столбик. Вот провязав вот такие 5 пико над веером из столбиков, далее делаем 1 воздушная петля, из арочки 2 петель столбик без накида, на вершине листика рельефный столбик, вводим крючок за вершину вот рельефных столбиков, связанных вместе, провязываем столбик без накида, на следующей арочке столбик без накида, 1 воздушная пико, 1 воздушная петля, и далее начинаем вязать пико вот на следующем веере из столбиков. Столбик без накида, 3 воздушные петли и закрепляем пико соединительным столбиком. Повторяем этот раппорт до конца ряда. И обрамляем наш коврик вот такими элементами пико над веером и оформляем вершину рельефных листиков.